Роберт Уодлоу известен как самый высокий зарегистрированный человек в истории из когда-либо живших на Земле. На момент смерти его рост составлял 2 метра 72 сантиметра. Он родился 22 февраля 1918 года в городе Олтон, штат Иллинойс, США. Его родители были среднего роста и веса. До 4 лет он также ничем не отличался от своих ровесников. Однако с этого момента Роберт начал быстро расти и привлекать к себе всеобщее внимание. В возрасте 8 лет он обогнал своего отца Гарольда ростом 180 сантиметров и возвышался над своими 4 младшими братьями и сестрами. Когда большинство детей еще несли их родители, Роберт уже мог носить своего отца на руках по лестнице их семейного дома. В 10 лет он достиг 198 сантиметров роста и 100 килограмм веса, а в 18 лет он имел рост 2 метра 54 сантиметра, весил 177 килограмм и носил обувь со стопой в 49 сантиметров. К этому моменту Уодлоу, ставшего уже всемирной известностью, делали обувь бесплатно под заказ. При этом юноша-великан учился в школе. Окончил ее в 18 лет и поступил в университет изучать юриспруденцию. В этом же году он объездил всю Америку с цирком, а с 1938 года постоянно участвовал в различных турах, публично выступал, где всюду вызывал огромное внимание толпы. Его называли добрым великаном. Тихий, непритязательный юноша легко воспринимал свой новообретенный статус знаменитости и использовал его, чтобы заработать деньги на публичных выступлениях. В день, когда ему исполнилось 21 год, Роберт имел рост 2 метра 62 сантиметра и весил 223 килограмма, а длина кисти его руки от запястья до конца среднего пальца была 32,5 сантиметра. В чем же причина такого необычайного роста Роберта? Врачи осмотрели его и поняли, что исключительные размеры вызваны гиперплазией гипофиза. Это состояние вызывает аномально высокий уровень человеческого гормона роста, и Роберт никогда не лечился от этого. С ошеломляющим пиковым ежедневным потреблением пищи 8000 калорий он практически продолжал расти вплоть до своей смерти. С тех пор медицинские технологии и лечение значительно продвинулись вперед, и люди, страдающие гипофизарным гигантизмом, могут сделать операции, чтобы остановить выработку гормона роста. Из-за состояния Роберта ему было трудно передвигаться, у него были бандаж для ног и трость, но он никогда не пользовался инвалидной коляской. К сожалению, именно ноги Роберта стали причиной его преждевременной смерти в столь раннем возрасте. Со временем здоровье Роберта ухудшалось. Из-за быстрого роста у него была ограниченная чувствительность ног, вследствие чего ему потребовались костыли. В одном из своих выступлений костыль натер ногу Роберта, что вызвало инфекцию и быстро развившийся септический волдырь на правой лодыжке из-за бандажа, который был плохо подогнан всего за неделю до этого несчастного случая. Врачи пытались спасти жизнь знаменитого американца при помощи переливания крови и операции. Однако 15 июля 1940 года самый высокий человек в мире скончался во сне. За полмесяца до его смерти его рост измерили в последний раз, и он составил рекордные 2 метра 72 сантиметра. На похоронах Роберта присутствовала многотысячная армия его поклонников, а могилу тщательно забетонировали по просьбе родственников, опасавшихся, что останки Роберта похитят. Его памятник был вдвое выше стандартного на кладбище. Роберт Уодлоу вошел в историю как самый высокий зарегистрированный человек в мире, согласно книге рекордов Гиннесса, о росте которого имеются несомненные сведения. Страдавший опухолью гипофиза и акромегалией, юноша рос всю свою короткую жизнь. Когда он умер, его рост был 272 сантиметра, а масса тела 199 килограмм. В 1986 году статуя Роберта Уодлоу в натуральную величину была установлена на Колледж-авеню в Олтоне, напротив Музея истории и искусства в честь известного жителя города, самого известного человека, когда-либо жившего в книгах по истории и в архивах книги рекордов Гиннесса, является непревзойденным рекордом, который, возможно, никогда не будет побит.